Йеллоустонский национальный парк в северо-западной части Вайоминга был основан в 1872 году. Это первый национальный парк в мире, знаменитый своим геотермальным ландшафтом и гейзерами, в том числе и поразительно пунктуальным старым служакой. Йеллоустонский национальный парк является биосферным заповедником и, благодаря уникальной топографии, внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая часть территории парка находится в штате Вайоминг, выдаваясь в соседние штаты Монтана и Айдахо. Высота горных вершин варьируется от 3462 метров Eagle Peak до 1610 метров Рис Крик. Йеллоустоун – горное плато среди скалистых гор на высоте 2500 метров, не только предстает краем гор, долин, рек и лесов, как живых, так и окаменелых, но и завораживает незабываемым зрелищем бьющих гейзеров, включая широко известный Old Faithful, то есть старый служака, чьи столбы воды взлетают на десятки метров, тут и взрывающиеся лужи грязи, и кипящие горячие источники, и столь высокие водопады, что Ниагарский водопад предстает перед ними льющейся через край ванной. Все это происходит среди буйства красок, где основой выступает желтый цвет скалистых каньонов, давший имя парку. 2/3 всех гейзеров находится здесь. Другого такого места не найти. В парке есть даже действующий вулкан, производящий порядка 2000 землетрясений в год, один из самых больших в мире окаменелых лесов, одна из самых больших в мире кальдер размером 72 на 48 километра и около 290 водопадов, самый высокий из которых нижний водопад 94 метра. Верхняя долина гейзеров – место, где на площади 2,5 квадратных километров находится по крайней мере 150 гейзеров, 5 из которых действуют строго по расписанию: замок, Большой гейзер, Маргаритка, Риверсайд и самый известный Старый Служака. Далее расположен 6-й из предсказуемых гейзеров – Большой фонтан, извержение которого дважды в день вздымает воду на высоту от 30 до 61 метра. В парке не только расположены подлинные чудеса природы и великолепные пейзажи, но и обитает немало крупных млекопитающих, включая черных медведей, барибалов и гризли, койотов, серых волков, красных лисиц, диких кошек, горных львов, рысей, бобров, выдр, несколько видов бизонов и оленей, канадских снежных баранов и снежных коз. Йеллоустонский парк отличается четкой сменой времен года. Зимой холодно, весной приятно, летом жарко, осенью прохладно. Джон Колтер стал первым белым человеком, посетившим эту территорию в 1807 году. Тогда единственными обитателями здесь были Тукр-Дикайрс, также известные как поедатели овец, индейцы-шошоны, охотники на снежных баранов. Сообщения Колтера о взрывающихся гейзерах и кипящих грязевых котлах привлекли интерес исследователей и туристов, стимулируя активное финансирование строительства железных дорог. Парк был основан в 1872 году с целью сохранить невероятную географию Йеллоустоуна, геотермальный феномен, ископаемые леса и озеро Йеллоустоун. Йеллоустонский национальный парк площадью 8992 квадратных километра поделен на 5 отдельных районов: Мамонт, Рузвельт, Каньон, озеро и страна гейзеров. Главное управление заповедника находится у Мамонтовых горячих ключей на севере Йеллоустоуна. Посетителям по мере возможностей следует прибывать через северный вход у местечка Гардинер, штат Монтана, который открыт весь год. К остальным, как правило, открытым с мая по октябрь, можно попасть с северо-востока, востока, юга и запада. Главной дорогой парка является 230-километровая живописная дорога Гранд-Луп-Арди. При входе в национальный парк вы получите основную карту и парковую газету с детальными рассказами служителей о местах, которые стоит посетить. Во всех туристических центрах есть информационные бюро, сотрудники которых могут помочь вам составить план прогулки согласно вашим предпочтениям, от великолепных мест для фотосъемки до наблюдательных пунктов, где есть все шансы увидеть медведя. В главном управлении также есть музей, где рассказывается о животном и растительном мире, а также геологических явлениях в здешних местах. О жилье надо позаботиться заранее, особенно зимой, когда работают лишь шикарная гостиница у Мамонтовых горячих ключей и снежный приют у Старого Служаки. Добраться до снежного приюта можно лишь на испытанных снегоходах, причем нигде нельзя курить.
Снэк-бары, гастрономические магазины, закусочные и бакалейные магазины разбросаны по всей территории парка. Кроме того, большинство лоджий предлагают завтрак, шведский стол, салатные бары, ланчи и обеды в привычных обеденных залах. Еда, хоть и не всегда исключительная, вполне пристойна, учитывая, для какого количества людей готовит шеф-повар, и не слишком дорогая с учетом исключительных видов вокруг. Зимой парк заваливает снегом, так что попасть туда можно лишь на взятом на прокат снегоходе или на парковом многоместном снегоходе. Из Солт-Лейк-Сити и Денвера в аэропорт Йеллоустоуна летают самолеты местных авиалиний. Там можно взять на прокат автомобиль. Хотя на машине вы и доберетесь до главных достопримечательностей парка, все же придется немало походить пешком. Входные билеты в парк действительны в течение 7 дней для посещения как национального парка Йеллоустоун, так и Гранд Тетон. Летние туристические центры расположены на равных расстояниях друг от друга вдоль дороги Гранд Луп-Арди. Как это ни удивительно, целых 60% всех известных на Земле натуральных горячих источников находится в Вайоминге, в Йеллоустонском национальном парке. Здесь насчитывается больше 300 гейзеров, и среди них самый знаменитый – Старый Служака. И это не потому, что он самый большой, этот титул принадлежит находящемуся поблизости пароходу, зато он определенно самый предсказуемый. Распространено мнение, что он извергается с крайне регулярными интервалами от 60 до 120 минут, выбрасывая в воздух от 1400 до 32 тысяч литров воды. Это незабываемое зрелище. Гейзеры – это горячие источники, которые активно извергают из себя воду, одни регулярно, другие нет. Они образовались благодаря специфической комбинации геологических и климатических условий. Старый Служака кипит и извергается в центре верхнего бассейна гейзеров Йеллоустонского парка. Он был официально описан в 1870 году и первым среди всех гейзеров удостоился собственного имени. С этих пор десятки тысяч туристов, не говоря о целой команде ученых, не прекращают внимательно наблюдать за деятельностью Старого Служаки. Именно благодаря этой работе мы знаем, что с момента открытия Старого Служаки в XIX веке произошло уже более 1 миллиона извержений. И все это время гейзер так точно соблюдал расписание, словно в него встроен часовой механизм. В наши дни Старый Служака просыпается в среднем каждые 90 минут, чтобы выбросить в небо высокий фонтан кипящей воды. Старый Служака – не единственное геотермальное чудо, привлекшее внимание ученых. Они ведут мониторинг за всеми гейзерами Йеллоустоуна. И любое отклонение их деятельности от обычного ритма, например, связанное с землетрясением, тут же фиксируется и подвергается тщательному анализу. Одно из потрясающих геологических явлений Йеллоустоуна можно наблюдать у мамонтовых горячих ключей. Серебристые известняковые уступы подрастают ежедневно. Горячие источники выбрасывают богатую солями воду из-под известняковых пород, откладывая свое содержимое в запрудах на самих уступах, откуда ежедневно оседает почти 2 тонны известкового туфа. Проехав 34 километра на юг от мамонтовых горячих ключей к перекрестку у реки Норрис и свернув на дорогу Большая петля длиной 230 километров, вы сможете посмотреть все главные достопримечательности. В справочном бюро у перекрестка вам покажут короткий путь через курящийся гейзеровый бассейн Норрис и подробно расскажут о работе гейзеров и горячих источников. Если повезет, вы даже можете увидеть в действии крупнейший в мире гейзер под названием «Пароход». Но в отличие от постоянства Старого Служаки, что чуть дальше вниз по дороге, он столь же непредсказуем, как и вулкан. Выбросы воды происходят то каждые пару дней, то раз в год. Но когда он оживает, то извергает воду, пар, камни и грязь на высоту 122 метра. Южнее, у истока реки Мэдисон, окружная дорога встречается с трассой, ведущей к западному входу в Йеллоустоун и вьющейся вдоль речки, удачно названной Файрхолл. Ее питают горячие источники, и местами вода там теплая по сравнению с ледяными потоками плоскогорья, где температура не превышает 4 градусов тепла. Самая знаменитая достопримечательность парка, гейзер Старый Служака, находится в 26 километрах к югу от перекрестка у истока реки Мэдисон. Вы можете быть уверены, что он будет фонтанировать примерно каждые 60-90 минут. Каждое извержение занимает от 2 до 5 минут, в течение которых гейзер под огромным давлением выбрасывает вверх десятки тысяч литров горячей воды.
Мощный столб воды образует вокруг себя водяное облако пара, так что он виден издалека. Есть здесь гейзеры и покрупнее, но ни один из них не работает столь надежно, как старый служака, который бьет из-под земли чаще остальных. Расположенный поблизости еще один информационный центр с помощью аудиовизуальных средств разъяснит вам природу данного явления. Кроме того, здесь расположены 3 самых активных гейзеровых бассейна парка – верхний, средний и нижний. Остерегайтесь притягивающих внимание зловонных грязевых луж. Эти ушаты с горячей жидкой глиной взметаются вверх под действием газообразных выделений, именуемых суфляром. Чтобы не оказаться в толпе народа, собирающегося возле старого служаки, езжайте по петле на восток к западному Таму, названному по имени соседней кальдеры месту пересечения Йеллоустонской петли с магистралью мемориала Джона Рокфеллера, которая ведет к южному входу в парк на побережье красивого озера Йеллоустон. Здесь разрешается ловить красногорлого лосося, достигшего в длину 46 сантиметров. Лодку и снасти можно взять на прокат либо в местечке Гранд-Виллидж на юго-западной оконечности озера, либо в местечке Фишинг-Бридж на северном побережье. Помните, что в добыче рыбы вы соперничаете с выдрой, скопой и гризли, а еще с койотами, выискивающими то, что выронили остальные. От северного побережья озера вдоль реки Йеллоустоун петля идет к Йеллоустонскому Большому каньону. Двигаясь с юга, первым делом вы увидите пенящиеся каскады верхнего водопада высотой 33 метра. Остановите машину чуть дальше у короткой тропы, которая приведет вас к вдохновляющему, иначе живописному, месту Инспиратион-Пойнт, откуда можно любоваться еще более величественным нижним водопадом и видом извилистого каньона длиной 40 километров. У берегов реки Йеллоустон он обрывается на 360-1200 метров. Стены каньона насыщены сернистым мышьяком, придающим им различные оттенки желтого цвета, которые живописно подчеркивает изумрудная зелень близлежащих зарослей широкохвойной сосны. В северном конце каньона, у пересечения с дорогой из местечка Кук-Сити, ведущей к северо-восточному входу в парк, находится водопад Тауэр-Фоллс. Солнечным днем вы почти наверняка увидите двойную радугу, переброшенную через водопад высотой 40 метров. А если вы думаете, что огромный торчащий валун вот-вот упадет, то попадете в просак, как и первые европейцы, обнаружившие водопад 27 августа 1870 года, которые бились об заклад, утверждая, что валун рухнет на следующий день. На восток от перекрестка близ водопада, вдоль дороги по долине реки Ламар протянулся поразительный окаменелый лес. Среди этих застывших деревьев, чьи стволы продолжают стоять спустя миллионы лет, вы отметите платаны, магнолии, клены, дубы, секвои, черные орехи и ивы, причем сохранилась их окраска. Все это свидетельствует о том, что когда-то здесь было значительно теплее. Лес оказался засыпан вулканическим пеплом с большим содержанием кальция, которым грунтовая вода пропитала деревья и растения, превратив их в камень. Йеллоустоун – дом крупных млекопитающих, гризли, черный медведь, американский лось и бизон, а также для оленевой пяти, велорогой антилопы и снежного барана. Несмотря на жалобы со стороны желающих спустить курок хозяев ранчо, расположенных сразу за границами парка, волки – часть национального достояния с момента реинтродукции в 1996 году. Как волки, так и бизоны естественны на данной территории, но к концу прошлого века охота и человеческая деятельность привели к постепенному вымиранию популяции. За последние десятилетия их численность снова увеличилась, что волнует экологов и хозяев ранчо. Потайная долина в сердце Йеллоустона между озером Йеллоустоун и деревней Каньон-Вилладж – лучший вариант для всестороннего созерцания дикой природы. У вас будут все шансы увидеть диких животных, если придете в парк на рассвете или во время сумерек, обоснуетесь где-нибудь справа от дороги Гранд-Луп-Арди и организуете наблюдательный пост. Если у вас есть терпение и пара биноклей, в видоискатель может попасть гризли, или, может быть, вы пошпионите за брачными играми оленей или услышите протяжный зов одинокого лося, прежде чем он опустит свою величественную голову в реку, чтобы напиться воды. Долина Ламар на севере парка – эпицентр обнаружения волков. Именно здесь была проведена первая реинтродукция популяции этих величавых зверей. Уточните у смотрителей парка, где чаще всего можно увидеть стаи, или побывайте на экскурсиях по наблюдению за волками по рекомендации Института Йеллоустона.
услышать вой волка, эхом отзывающийся по всей долине во время сумерек, магическое переживание, от которого волосы поднимаются на голове, и напоминание, что все еще остались в США настолько дикие места. Самые ближайшие круглогодичные аэропорты – региональный аэропорт Йеллоустоуна в Коде, аэропорт Джексон-Холл в Джексоне, аэропорт Галатин-Филд в Бозмане и региональный аэропорт Айдахо-Фоллс в Айдахо-Фоллс. Аэропорт в Вест-Йеллоустоуне, как правило, открыт с июня по сентябрь. Обычно он предлагает более доступные по цене рейсы в Биллингс, Солт-Лейк-Сити или Денвер, затем следует взять на прокат автомобиль. Общественный транспорт не предусмотрен в направлении и внутри Йеллоустонского национального парка.